Привет, друзья! К слову, не знаю почему, но современный мир полон жестокости, агрессии и безразличия. На сегодняшний день происходит столько всего и, увы, слишком часто плохого, что легко забыть о том, что в жизни все еще случаются хорошие. И, думаю, ни для кого не является секретом, что самыми добрыми людьми в этом мире являются дети. Именно они способны делать добро бескорыстно и не требуя взамен ничего. Маленькие люди совершают много добрых дел, которые в очередной раз напоминают каждому из нас о том, что именно доброта спасет мир. И, наверное, нам точно есть чему у них поучиться. И сегодня я расскажу вам историю одного маленького героя, который обязательно вернет веру в добро и людей. Но обо всем по порядку. На первый взгляд Кен самый обычный паренек 8 лет, который родился и вырос на Филиппинах в небогатой семье. И в то время, как остальные дети тратили время впустую, играя в компьютерные игры и прочее, этот парень сделал то, что заставило о нем заговорить во всем мире. Ребенок вырос в полной счастливой семье, и родители не могли нарадоваться своим сыном. Но вскоре их начал не на шутку волновать один вопрос. Мальчик стал ежедневно уходить из дома, и куда он направлялся, никто даже и представить не мог. Этот момент очень тревожил родителей. Отец часто спрашивал Кена, куда он уходит и что, конечно же, делает. Но малыш давал всегда размытые ответы. В общем, было ясно, что он пытается что-то скрыть от родителей. Если бы походы Кена были редкими, то, возможно, родители бы не так волновались. Но ребенок ежедневно уходил в неизвестном направлении, при этом ничего толком не объясняя. Также родители стали замечать, что вместе с уходом их сына в доме становилось все меньше и меньше продуктов. В общем, так дальше продолжаться не могло, и нужно было что-то предпринимать. Ведь отца и мать не на шутку тревожил этот вопрос. Да и представьте себя на их месте. Нам в голову лезли разные мысли, и порой даже самые плохие. Именно поэтому мы с супругой посоветовались и решили проследить за сыном, рассказывал позже Джо Лауэр, отец Кена. И вот настал день, когда мальчик снова собирал свой рюкзак и сказал, что идет гулять с друзьями на улицу. Но, конечно же, отец понимал, что на самом деле это не так, и решил за ним проследить. Он был очень аккуратен, ведь понимал, что Кен не должен его заметить. Но то, что мужчина увидел дальше, удивило его и даже немного шокировало. Кен вышел из дома и прошел мимо детей, которые играли во дворе, после чего вышел на главную улицу и направился в сторону окраины города. Весь его путь был около 3 километров, что не на шутку заставило отца понервничать. К тому же место было заброшенное и глухое. И, конечно же, Джон не мог даже и подумать, что 8-летнему мальчику здесь, собственно, делать. Помню, я спрятался за большим деревом и наблюдал за Кеном издалека. Я мог представить себе только самое худшее, но то, что происходило далее, честно говоря, меня приятно удивило, говорил отец Кена. Мальчик снял с плеч рюкзак и начал доставать оттуда еду. Он несколько раз кого-то позвал, и откуда ни возьмись, с разных сторон к Кену начали сбегаться огромные бездомные псы и маленькие щенки. Я сильно испугался. Их было настолько много, и они были такими огромными, что Кена даже среди них не было видно. Я подумал, что нужно спасать моего сына. Но спустя мгновение заметил, что они подбежали к нему без какой-либо агрессии, виляя хвостами и облизывая моего мальчика. Чуть ли не со слезами на глазах говорил отец паренька. Это была просто удивительная картина, ну и, думаю, как вы уже поняли, оказалось, что ребенок каждый день проделывал такой длинный путь только лишь ради того, чтобы накормить голодных псов. В моей душе была гордость за сына, констатировал Джо Лауэр. И стоит сказать, что он тогда себя не выдал. Мужчина также, незаметно для сына, вернулся домой. Но теперь он был спокоен. Когда Кен пришел обратно в дом, отец решил рассказать о том, что знает, куда парень ежедневно уходит. Я сказал ему, что совсем не возражаю,
чтобы он носил еду бездомным животным, лишь бы он был аккуратен и не ходил поздно вечером. Но тогда никто из них даже и представить не мог, чем и как для них обернется вся эта история. В свою очередь, конечно же, парень очень обрадовался одобрению со стороны родителей, но он был опечален тем, что не имеет возможности помочь абсолютно всем бездомным животным. А ему этого очень сильно хотелось. Мне стало намного легче от того, что теперь родители знали, чем я занимаюсь. Я бы очень хотел открыть для бездомных животных приют. Но папа сказал, что для этого нужно очень много денег, которых в семье, конечно же, нет, вспоминал 8-летний Кен. Но глядя на своего сына и на его огромное стремление помочь всем, кому только это возможно, отец парня решил действовать. По крайней мере, он хоть пытался осуществить заветное желание Кена о создании приюта. Джо понимал, что это будет нелегко как с физической, так и с материальной стороны. Но все-таки решил попробовать. Уже спустя несколько дней от последних событий мужчина опубликовал пост в Facebook о том, каким добрым делом занимается его сын. И уже вскоре акция солидарности Кена стала вирусной, и парню стали присылать пожертвования люди со всего мира. Пользователи интернета восхитили дело юного парня. Многие даже начали присылать деньги на еду для бездомных животных. И с каждым днем людей, которые хотели бы помочь в этом благородном деле, становилось все больше и больше. С помощью отца и небезразличных людей была собрана достаточно приличная сумма, и, как следствие, финансов хватило не только на пищу бездомным животным, но даже и на открытие небольшого приюта. И всего спустя несколько месяцев мечта Кена осуществилась. Большего я даже не мог и желать, говорил Кен о своем приюте для животных, где уже через полгода от открытия насчитывалось более 200 четвероногих питомцев. Но, думаю, как вы понимаете, и это было далеко не конец. В марте 2014 года Кен открыл свое первое большое специализированное учреждение для защиты брошенных животных на Филиппинах. Для этого ему удалось собрать приличную сумму и даже купить участок земли, где позже и был построен приют. После такого события на то время всего 13-летний парень решил опубликовать свой пост в Facebook. Там было много фотографий нового приюта с множеством бездомных собак, но особенно всех тронули слова Кена к посту. «Я очень рад, что на свете есть люди, которые, как и я, переживают за бездомных животных. Мне отец сказал, что я смогу открыть приют лишь когда стану взрослым. Но с его помощью и поддержкой сотен небезразличных людей это произошло намного раньше. Стоит также отметить, что добрые дела паренька не остались незамеченными местными властями. После чего его проект включили даже в государственное финансирование, и теперь приют также получает помощь от властей Филиппин. Но и это был далеко не конец. Многие бизнесмены были, мягко говоря, в шоке от таких добрых дел юного школьника и также согласились помогать финансово. И стоит сказать, что открытие новых центров для помощи бездомным животным уже не за горами. В планах у Кена открытие еще нескольких частных питомцев, где найденыши приводят в порядок и лечат, после чего пытаются найти им новые семьи, где их будут любить. Но своей основной целью Кен называет открытие приютов по всей стране. Для того, чтобы на улицах городов совсем не было бездомных четвероногих приятелей и у каждого из них был свой дом. На сегодняшний день в приюте Кеном, его семьей и волонтерами уже спасено более 1000 бездомных животных, которые нуждались в человеческом внимании и любви. Среди них не только собаки, но и коты, да и все те, кто нуждается в помощи. Всю работу в приюте Кен выполняет с большим удовольствием, при этом успевает совмещать свое занятие с учебой. У него есть даже несколько сотрудников, а сам Кен гордо числится директором приюта. Такая деятельность приносит парню огромное удовольствие, а в качестве награды он получает безусловную любовь животных и восхищение людей во всем мире. Ну а это, на первый взгляд, простая история, показывает всем нам, что на самом деле доброта выражается в силе, благодаря которой до сих пор и существует наш мир.
Для Кена это помощь бездомным животным. Он не просто их любит, а любит настолько, что его любовь проявляется в действии. И глядя на этого обычного школьника, думаю, не стоит и говорить, что все возможно, даже если тебе всего 8 лет и ты из бедной семьи. Самое главное — желание и действие, и тогда наверняка все получится. Друзья, а как вы относитесь к такому занятию этого парня? Обязательно пишите в комментариях свое мнение. Также не забывайте подписываться на наш канал, и до скорого. Пока!